В далеком 1983 году, еще до появления на витринах первой 8-битной приставки от Nintendo, видеоигры, в то время почти исключительно на компьютерах, были доступны для аренды в большинстве японских компьютерных магазинов. Однако вместо сдачи в прокат оригинальных копий игр, многие магазины, обходя защиту от копирования, создавали свои собственные бутлег-копии, сдавая в аренду именно их. Подобные бутлеги с удаленной защитой от копирования без особых проблем копировались уже самими клиентами этих магазинов, создавая в общем бесконтрольную массу пиратской продукции. По этой причине в 1984 году игровые компании вместе с Японской ассоциацией звукозаписывающей индустрии и Японской торговой ассоциацией по продаже компакт-дисков и видео успешно пролоббировали и добились изменений в законе об авторском праве. Новая редакция закона де-факто запрещала сдавать в аренду видеоигры. Слово «де-факто» здесь используется потому, что принятая поправка позволяет правообладателям, то есть игровым студиям, давать разрешение на аренду своих игр, если они того пожелают. За последние 35 лет количество подобных случаев можно пересчитать по пальцам одной руки, но все же они были. В 90-м SNK предлагала аренду игр для Neo Geo. Спустя примерно десятилетие Sega позволила аренду игр для Dreamcast. И в 2006 году Koei предприняла неудачную попытку создать целую сеть из 1500 магазинов, организовав работу только 2 точек и закрыв их через год после открытия. В 1985 году, когда Nintendo уже набрала определенный вес в индустрии видеоигр и поняла, что интерес к ее продукции проявляется колоссальный, она начала исследовать другие способы зарабатывания денег. Расширение функциональности уже проданных миллионов копий приставки Famicom с помощью дополнительных девайсов выглядел наиболее логичным вариантом действий. В то время формат хранения данных на флоппи-дисках быстро обретал популярность, и Nintendo увидела в этом не только возможность продавать игры на более дешевых и объемных носителях, но и также возможность предоставить геймерам легкий способ сохранять прогресс прохождения игры. Напомню, что в то время еще не существовало никаких картриджей с батарейками. Так, в 1986 году на свет появился Famicom Disk System, игры для которого стоили примерно вдвое дешевле картриджей – 2600 йен вместо 5000. Кроме этого, можно было, придя в любой более-менее крупный магазин игрушек, всего за 500 йен перезаписать игру на диск-карт с помощью специального аппарата Disk Writer. Чистую дискету можно было купить за 2000 йен, а распечатать мануал к только что записанной игре всего за 100. Аппараты Disk Writer обрели невероятную популярность. Отражение этого факта можно увидеть в фильме Game Center CX The Movie. Като. А, так это Като. Неудивительно. Как ему вообще можно что-то давать? Окончательно из магазинов аппараты исчезли только в 2003 году. Я сейчас не буду более подробно останавливаться на всех нюансах, касающихся Famicom Disk System, хотя там немало интересных фактов. Например, грабительская политика Nintendo принуждала отдавать половину прав от FDS-тайтлов ей. И это при том, что приобретение новой игры с помощью киосков перезаписи и без того стоило копейки. А благодаря, в кавычках, слабой системе защиты от нелицензионного копирования, даже эти деньги не всегда доходили до разработчиков. В итоге, например, Square отменил выпуск Final Fantasy для Disk System, переключив разработку в сторону картриджа. Так бы сейчас Nintendo владела половиной прав на знаменитую франшизу. В общем, успех аппаратов по перезаписи игр для Famicom Disk System подтолкнул Nintendo к реализации похожего принципа распространения продукции для своих новых консолей. В феврале 1995 года для приставки Super Famicom появился аддон Satellaview, но его историю технологии работы все же стоит вынести в отдельный ролик, ибо там довольно большой пласт знаний, да и принцип распространения контента отличается от того, с чего я начал и чем хочу закончить. А закончить этот небольшой рассказ про киоски с играми от Nintendo я хочу историей о картриджах, которые вы могли заметить на превью к этому видео. Знакомьтесь, флеш-картриджи Nintendo Power, выпускавшиеся для консолей Super Famicom и Game Boy. Первый из них, так называемый SF Memory кассет, появился в сентябре 1997 года, второй, GB Memory Cartridge, в марте 2000-го. И хотя данные носители уже довольно сильно отличаются от представленных в 1985 году дискет для Famicom Disk System, принцип работы сервиса практически не изменился.
Добравшись до ближайшего супермаркета сети Lawson, если было необходимо, на кассе покупался чистый картридж. Вариант для Super Famicom стоил 4000 йен, вариант для Game Boy – 2500. Далее, находясь внутри магазина, нужно было подойти к аппарату по продаже билетов – Лоппи, вставить картридж в соответствующий слот и, следуя инструкциям на экране, записать на картридж метку желаемой игры, дополнительно получив от аппарата чек на оплату. Затем, вернувшись вместе с чеком и картриджем к продавцу, следовало оплатить покупку, после чего продавец на специальном аппарате, стоящем позади него, запускал запись выбранной вами игры. Эта процедура обычно занимала несколько минут. По ее окончании, дополнительно, можно было приобрести краткую инструкцию к записанной игре за 29 йен. Сами игры стоили от 1000 до 3000 йен, в зависимости от того, насколько давно игра была выпущена. Как вы заметили, на лицевой стороне каждого из картриджей на наклейке есть размеченные цифрами от 1 до 7 места. Скорее всего, вы уже догадались, что эти поля нужны для того, чтобы в виде наклейки или записи карандашом оставить напоминание о том, что же содержится на самом картридже. Но почему именно 7 полей? Объяснение здесь простое. Nintendo разбила память картриджей на 8 условных блоков. У Super Famicom один блок равен 4 мегабитам, у Game Boy 1 мегабиту. Один из блоков памяти отведен под запись меню, которая отображается при включении картриджа. Таким образом, получается, что на картридж можно записать до 7 игр, если каждая из них будет занимать не больше одного блока памяти. Если открыть из веб-архива страничку сайта Nintendo, на которой находится список всех выпущенных для Nintendo Power игр, то можно увидеть, сколько блоков памяти требовала каждая из них. Кроме того, справа от столбца с блоками F есть столбец, описывающий количество блоков B. Что же это такое? А это, друзья мои, требуемое место для сохранений, опять-таки указанное в условных блоках. Каждый из картриджей имел по 16 таких ячеек. У Super Famicom их размер равнялся 16 килобитам, а у Game Boy 64. С этой информацией становятся понятны те обозначения, которые можно видеть в меню картриджей, сколько в текущий момент занято блоков F и B. Возвращаясь к описанию работы сервиса по перезаписи картриджей, можно отметить, что век его был недолг. Аппараты изъяли из магазинов 31 августа 2001 года. Однако еще 5,5 лет Nintendo перенимала по почте флеш-картриджи Nintendo Power вместе с заявками на перезапись, окончательно закрыв эту возможность 28 февраля 2007 года. А что же сейчас? Неужели не нашлось умельцев, способных перевести эту массу довольно дешевых девайсов по 5-10 долларов за штуку в среднем из разряда артефактов видеоигровой индустрии в разряд недорогих флеш-картриджей на каждый день? Забегая вперед, скажу, что удалось. Однако стоимость решения, особенно для Super Famicom картриджей, может показаться высокой. Первым делом, конечно же, стоит упомянуть дампер от некоего Sunny. Насколько я понял из огромной ветки форума про Arduino, где запечатлена вся история развития дампера, прототип был готов в 2014 году. В 2015 появились успехи в работе с памятью Nintendo Power, а в 2016 состоялся релиз. На текущий день дампер имеет версию 3.1 и умеет работать не только с картриджами Nintendo Power для Super Famicom, но и для Game Boy. И кроме того, функциональность его распространяется на Sega Mega Drive, Nintendo 64 и Game Boy Advance картриджи. Проект выложен на GitHub вместе с подробным описанием, где и какие детали необходимо заказывать. Без учета доставки компонент, подобное устройство обойдется в 80 долларов. Сам Sunny, к сожалению, заказы на сборку не принимает, поэтому таким криворуким паяльщикам, как я, остается надеяться на помощь третьих лиц. К слову, совсем недавно я видел в продаже на eBay собранный девайс за 145 долларов. Для владельцев флеш-картриджа Super UFO 8 существует бюджетный способ перезаписи Nintendo Power. Один японец с сайта Wazoku.net утверждает, что он написал флешер, который можно вызвать через меню Super UFO как обычный SNES-ROM и прошить с помощью него новую игру на Nintendo Power. И хотя мне удалось достать Super UFO для тестов, я столкнулся с несколькими трудностями, которые не позволили мне добиться успеха. Во-первых, инструкция написана в очень свободной форме и по всей видимости рассчитана на тех, кто занимается подобными вещами не первый день. Во-вторых, все на японском. Я пытался связаться по имейлу с разработчиком и получить хоть какие-то пояснения по работе его программы, но за 3 месяца он мне так ни разу не ответил.
Все, что у меня получилось, так это полностью стереть данные с картриджа. Судя по процессу, могу предположить, что программа действительно работает, видит картридж Nintendo Power и как-то с ним взаимодействует. С вариантом для Game Boy было попроще. Компания Inside Gadgets предлагает свое решение в минимальной комплектации всего за $21. За эти деньги вы получите девайс, представляющий из себя небольшую платку, в которую с одной стороны можно вставить Game Boy картридж, а с другой USB кабель. Список поддерживаемых этим флешером перезаписываемых устройств довольно приличный, но меня здесь интересовала только совместимость с Nintendo Power. Получив устройство в свои руки, я полез изучать документацию. Оказалось, что ПО с удобным графическим интерфейсом не предназначено для работы с Nintendo Power, и прошивкой придется заниматься с помощью консольных утилит. Ну да ладно, какого сисадмина можно испугать командной строкой? После довольно тривиальной установки драйверов запускаем скрипт, который сделает нам полный бэкап нашего картриджа на случай, если что-то пойдет не так, ну или если захочется вернуть систему в изначальное состояние. Дальше у нас два пути. В первом случае, когда на Nintendo Power планируется запись всего одной игры, мы просто сообщаем скрипту NPC Flasher путь к рому и ждем выполнения задачи. Во втором, когда планируется запись нескольких игр, сначала будет необходимо подготовить специальный ROM. Для этого запускаем программу GB Memory Binary Maker, в директорию которой обязательно нужно положить ROM-файл, отвечающий за меню выбора игр. Ну а дальше через визуальный интерфейс добавляем нужные игры, меняем их заголовки по необходимости и нажатием Create Binaries генерируем тот самый специальный ROM-файл, который заливаем на картридж все тем же скриптом NPC Flasher. К слову о количестве игр. Однажды с кем-то в интернете у меня случился спор. Оппонент утверждал, что не существует Nintendo Power картриджей с 7 играми на борту. На что я ему возразил вот этой подборкой. Да, вероятность того, что кто-то в те далекие времена решил купить и закачать на свой картридж все эти простенькие игры, не очень велика. Но раз технически такой трюк возможен, то и на практике подобное вполне могло случиться. Подводя итог, хочу отметить, что умение Nintendo продавать свою продукцию, создавая с одной стороны простые и типичные, а с другой инновационные и смелые девайсы, было и остается ее главным преимуществом над другими компаниями. Тот факт, что спустя более 10 лет после закрытия всех сервисов для картриджей Nintendo Power продолжается их активная жизнь в виде фанатских разработок, говорит, на мой взгляд, о многом.